За всю историю человечества миллионы людей выигрывали у казино. Кто-то делал это красиво, а кто-то не очень. Кто-то выигрывал жалкие гроши, а кто-то миллионы. Одни выигрывали легально, тогда как другие прибегали к аферам. Но ни для кого не секрет, что в азартных играх выигрыш всегда будет на стороне заведения. Все комбинации просчитаны с идеальной точностью, и так или иначе, но казино никогда не будет в минусе. По крайней мере, так думали все до того момента, пока однажды у казино Мадрида не появился этот человек. Перед просмотром этого видео стоит упомянуть, что азартные игры не лучший способ обогатиться, ведь зачастую клиенты заведения остаются без своих честно заработанных денег, и всегда нужно об этом помнить. Мужчина, о котором сегодня пойдет речь, делал все в самом лучшем виде. Он выигрывал красиво и, самое главное, много. Но что более важно, делал он это абсолютно законно. Имя обычного пенсионера из Испании Гонсало Гарсия Пелае навсегда вошло в историю, ведь именно его считают грозой всех казино, а многие его даже называют легендой. Так что же он такого сделал? Об этом я вам сегодня и расскажу. Родился Гонсало 25 мая 1947 года, и еще в юности он полюбил математику. Гением, конечно же, он не был, рос обычным мальчишкой, но способности к точным наукам у него были всегда. Первую часть своей жизни испанец провел достаточно скромно. Он получил математическое образование, хотя не использовал свои навыки до определенного возраста. Гонсало работал звукорежиссером и продюсером, да и в целом вел обычный образ жизни. У него была любимая супруга и 5 сыновей. Жизнь шла своим чередом, и, скорее всего, мужчину все устраивало. Но когда он разменял 5-й десяток, все изменилось. Достоверно неизвестно, что произошло. Одни говорят, что его старший сын сильно проигрался, задолжал крупную сумму, и отец решил восстановить справедливость. Другие, что Гонсало просто хотел проверить систему, и у него был спортивный интерес. Но как бы там ни было, в начале 90-х об обычном мужчине узнал весь мир. На первый взгляд кажется, что игра в рулетку — набор случайностей. Шарик, брошенный в крутящийся барабан, занимает одну из 37 возможных позиций. Человеческий фактор, как в покере, исключен. Однако Гонсало так не думал. Имея математический склад ума, он видел окружающий мир по-другому. На первый взгляд для нас банальные вещи Гонсало всегда проецировал формулы и расчеты. И он точно был уверен, что случайности не случайны. Вопрос лишь стоял в том, как подобрать этот ключик. Его история берет свое начало в заведении Мадрида. Гонсало стал его постоянным клиентом. Но никто не видел мужчину в игре. Он просто брал свой любимый напиток и долго наблюдал за работой крупье. По обычным математическим расчетам, каждое число должно было выпасть в среднем одинаковое количество раз. Но, как он и думал, все не так просто. Наблюдения не сошлись с вычислениями. Некоторые числа выпадали чаще, а другие крайне редко. Но, тем не менее, та информация, которая у него уже была, по его расчетам не давала ему возможности выиграть. Но Гонсало не останавливался. Пользуясь своим образованием, он поставил себе цель, во что бы то ни стало, создать идеальную систему. Изначально он работал сам, посещал казино и вел записи, а по вечерам делал расчеты, начиная от количества бросков и заканчивая всевозможными прочими факторами. Но у него ничего не получалось, каждое следующее вычисление было обречено на провал. Тогда же мужчина решил, что для детального анализа ему крайне мало первоначальных данных, и он подключил всю свою семью. К тому же служба безопасности казино начала пристально за ним наблюдать.
Все 5 к тому времени уже взрослых сыновей стали его глазами и помогали отцу. Семья Гарсия Пелая приходила в казино и дружно записывала сектора, в которых останавливался шарик для рулетки. Один сын записывал результаты одного стола, другой — результаты другого. Таким образом, количество полученной информации выросло ровно в 5 раз. Идея у него была крайне проста, но докопаться до истины он пока не мог. Гонсало был твердо уверен, что во всем есть своя закономерность, главное ее понять. Но наш герой был не только математиком. Он смог развить умопомрачительную наблюдательность. Когда Гонсало понял, что расчеты и реальные результаты не сходятся, он начал присматриваться к рулеткам. В конце концов, математик нашел ответ. Он обратил внимание, что блестящая поверхность барабана рулетки отражает свет неравномерно. По бликам испанец вычислил примерный наклон. Для выявления нестабильного вращения пришлось считать обороты. Если рулетка делала разное количество оборотов влево и вправо, барабан был с дефектом. Он также понял, что любая рулетка является прежде всего устройством, которое сделал человек, а значит, как и любой другой механизм, она содержит некоторые физические дефекты, которые уже были созданы на этапе производства. Так, к примеру, он обнаружил, что даже отклонение и наклон в 1 мм за счет неровного покрытия пола в балансе колеса рулетки могут выдавать некоторые числа чаще, чем другие. После сбора статистики можно было определить те самые счастливые числа. С помощью своей большой семьи он собирал досье на каждую отдельно взятую рулетку, а затем переносил в подготовленные им таблицы. Как позже будет установлено, в общей сложности математик записал более 10 тысяч бросков, а на все это ему потребовалось 1,5 года и 5 человек команды. И все же он добрался до истины. Он нашел несколько секторов, в котором шарик действительно останавливался чаще, чем в других клетках. Теоретическая часть работы была выполнена. Оставалось лишь создать идеальную систему, которая давала бы наибольшие преимущества при игре. И это не потребовало много времени. Он определил, какое количество бросков на каждом барабане ему необходимо зафиксировать. Далее он учитывал сумму ставки и шансы на выигрыш. Сложно себе даже представить тот объем потраченного времени и сил ради того, чтобы провести весь этот анализ. Но Гонсало просто горел своей идеей. И уже через несколько дней он имел на руках стратегию, в соответствии с которой при игре в рулетку он имел бы изначальное математическое преимущество над заведением в 15%. Кажется, немного, но на самом деле это очень большое преимущество. Дальнейшее было лишь делом техники. Свою игру математик начал в конце 1991 года. В тот день он вошел в казино человеком среднего достатка, а вышел оттуда настоящим богачом. Нет, он не выиграл миллион. Первый куш испанца был очень скромным, а выигрыш всего 600 евро в переводе на нынешние деньги. Суть была в том, что стратегия работает, а это означало, что все еще впереди. И уже на следующий день Гонсало выиграл несколько тысяч. История повторилась и через день. Вместе с членами своей семьи он регулярно посещал казино Гран-Мадрид, одно из самых крупных и передовых казино того времени, которое успешно существует и сегодня, и использовал слабости, установленных там рулеток. Сотрудники казино, службы безопасности и призванные на помощь специалисты азартного дела тщательно наблюдали за игрой Пелая, но так и не смогли понять, в чем же его секрет. Вроде ничего необычного. Клиент ничего не нарушает, но всегда выигрывает. Конечно же, боссы казино не собирались долго терпеть унижение, и спустя время Гонсало просто перестали пускать в заведение. К этому моменту он уже лишил их нескольких сотен тысяч.
Но математик ничуть не расстроился, узнав о своем исключении из рядов посетителей. Он принял решение атаковать новое казино в Лас-Вегасе и Европе, где можно было уже играть по-крупному. Но перед своим отъездом в Лас-Вегас он подал в суд на казино Мадрида, и, забегая наперед, скажу, что спустя несколько лет он все же заставил их заплатить ему за моральный ущерб. Вместе с членами семьи он объездил полмира, играл в Лас-Вегасе, Австралии, Австрии, Дании и Нидерландах, выиграв в общей сложности около $3 миллионов. Возможно, кто-то скажет, что это немного, но это только официальные данные, та сумма, которую позже озвучили заведения. Но специалисты говорят, что по самым скромным меркам семейство смогло обеспечить себя несколькими десятками миллионов долларов. Дело в том, что многие казино не признавались, так как не хотели подмочить свою репутацию, а некоторые просто не догадывались, ведь к тому времени он еще был темной лошадкой, и никто не знал его лично. Но со временем схема Гонсало не осталась незамеченной. За математиком даже была установлена слежка. Службы безопасности крупных сетевых казино отслеживали каждый шаг семейства, чтобы они не смогли обыграть и другие их заведения. В середине 90-х казино подали на математика в суд, требуя вернуть деньги, ведь, как они считали, это было мошенничеством, и требовали лишения свободы афериста. Они были просто уверены в своей правоте. Судебные процессы против Гонсало Гарсии длились более 10 лет. Разбирательства закончились только в 2004 году и вызвали улыбку на лицах тысяч людей. Ведь процесс был достаточно громким, и закончился он победой математика. Испанский суд вынес решение, не подлежащее обжалованию. Более того, судья посоветовал владельцам казино лучше следить за своим оборудованием. Гонсало не признали мошенником, как того хотели обвинители. Выигранные деньги полностью остались у бывшего звукорежиссера. Богатый опыт рулеточных расчетов и часы, проведенные в казино, стали прекрасным опытом для Гонсало. Как рассказывал сам Гонсало, давая интервью одному из журналистов, все в этом мире имеет свои уникальные формы, изъяны и погрешности, и тут только вопрос времени, как долго за этим нужно наблюдать. Даже ваши действия имеют свою периодичность, главное понять, какое событие этому предшествовало. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.